Ну, здравствуйте. Это снова я, а на экране у меня Sims 2. Если вы пришли сюда по ссылке с моего инстаграма, спасибо вам за внимательность. Если вы пришли сюда просто так, добро пожаловать. Мы находимся в городе Pleasantview, это дефолтная локация второй части и моя любимая локация. Я всегда играл в ней, и в этот раз я себя не изменю, так что неопределенное количество серий на этом канале мы этот городок будем шатать. И вот вы спросите меня: Эзер, у тебя же есть Инстаграм. Ты рисуешь комиксы, нафига тебе летсплей, да еще и по Sims 2? Отвечаю. Я не играл в Sims 2 больше 10 лет. Последний раз я играл в двойку в тот день, когда вышла Sims 3. Собственно, как она вышла в России, я сразу пошел в магазин, купил игру. Да, я прям пошел, купил магазин, купил игру на физическом носителе, на диске. Ее купил, как сейчас помню, 1000 рублей она стоила. Вы помните такие цены? Я помню. Купил Sims 3, установил, запустил. И ко второй части больше не возвращался с тех самых пор. Я даже в четверку сильно-то не играл, когда она вышла. Просто потому что меня настолько покорил Sims 3, что я забыл вообще обо всех других частях напрочь. Да, я обожаю Sims 3. В нее мы тоже поиграем обязательно, я надеюсь, если меня компьютер дуба не врежет. Одновременно играть и писать просто потому что мой компьютер это тапочек. И если двойку под запись он тянет нормально, то с тройкой могут быть проблемы. Ну, те, кто в тройку играли, те уже понимают, о чем я говорю. Кто в тройку играл, тот в цирке не смеется. И вот теперь я решил замутить небольшую ретроспективу себе и вам заодно. Возможно, кто-то в курсе, возможно, нет, но вообще в Sims я играю уже много лет. С тех самых пор, как вышла еще самая первая часть, та самая, которая была в изометрии. В изометрии она была, и у нее были такие, знаете, вайбы хоррора 80-х годов, там постоянно какая-то гнетущая атмосфера была, озвучка там такая была довольно жуткая. Вот. В общем, когда вышла вторая часть в 2003 году, я очень этому радовался. Возможность видеть своих симов под любым углом, а не только сверху. Это был вообще отвал жопы, башки, башни и вообще всего на свете. Вот, и не мог я никак в нее наиграться. Собственно, желание поделиться своим геймплеем у меня тоже было, и просто я не знал как, где, каким образом. Вот. Формата летсплея в то время еще не существовало. Но, собственно, тогда даже еще и ютуба-то не существовало. Просто, да, не говоря уже обо всем остальном. Да, вот представьте себе мир, в котором нет ютуба. Ну вот нет ютуба, что ты сделаешь? Вот сиди и смотри сам себе режиссер, да. И просто вот, ну нету его. Ну вот в таком мире я жил, да. И вот сейчас, когда у меня снова есть вторая часть и третья часть у меня есть тоже, все мои любимые игры по Sims. Есть, играй не хочу, вот тут-то меня и осенило. Это же надо писать. Это надо записывать. Sims это вообще игра непредсказуемая. Тут может произойти что угодно и когда угодно. Я тут уже поиграл в тройку без записи. И лишний раз в этом убедился. Там за примерно где-то 30 игровых недель я там проиграл. Да, где-то 30. Сколько же там чистого золота было проебано в процессе, и которое уже просто... Ну и не вернешь никак. Я могу это только на словах рассказывать, просто потому что... Ну, а все, никак ты не докажешь. Пруфов нет, что это было. Надо было все записывать, надо было. Вот, да. Как вы уже поняли, играть я буду за кастомных персонажей, за стандартных игровых, возможно, тоже да, чтобы у нас равномерно шло время в городке, но сильно зацикливаться на них не будем. Один немаловажный момент. Вот вы наверняка слышали такой прикол. Короче, я ни разу не... Играем в игру «Я ни разу не». Так вот,
Я ни разу в жизни не создавал в Sims себя. Да, это правда. Есть такой стереотип, что каждый, кто хоть раз играл в Sims, создавал в игре себя. Так вот, это неправда. Я сколько лет уже играю, ни разу не создавал в Sims себя. Причины на то есть, они довольно специфические. Когда-нибудь я, возможно, их озвучу, если вам интересно. Сейчас останавливаться на этом не будем. Но одна из причин состоит в том, что на момент выхода игры, 2003 год, напоминаю, я уже плотненько сидел в Фантоме Гориллас, поэтому вопроса, за кого я, собственно, играть, у меня не возникало. Я просто запускал игру, создавал ребяток, селил их в какое-нибудь домище, вот, и устраивал трэш, угар, садомию, вот это вот все. Ладно, шучу, я был очень примерным ребенком, который даже пукнуть боялся лишний раз, поэтому трэша как такового там не было. Поэтому, чтобы воздать, так сказать, дань уважения, собрать, как говорится, остатки былой роскоши, мы этот опыт повторим. Но так как времени прошло уже до жопы, я уже взрослый дяденька, который чихал на эти ваши можно, нельзя, мамка пизды даст, мамка не разрешает, то я предлагаю совершить путешествие во времени. Обратно в 2005 год, эпоху второй фазы, и чудить мы будем уже как полагается, как оно в каноне было и как должно было быть, как сами гориллы заповедали. Да. Хуйню творили и нам велели. Приехали. Да, я знаю, что это не тот дом, но, пожалуйста, дайте мне минуту времени, я все объясню. Со временем все станет понятно. Посмотрим, кто внутри? Посмотрим, кто внутри. Это Мёрдок. Ой. Без плаща. Извините, Доктора Стрэнджа косплеить в этот раз не будем. Это Туди. У него синие волосы, и он жрет бургер. Это Рассел. У него стильный спортивный костюм по моде 2000-х, и он общается с Дарреном. А вот тут уже несет мыть посуду. Ты ж моя такая молодец. Самая ответственная в этом доме. Самая ответственная, самая воспитанная и самая чистоплотная, видимо, судя по всему. Уже несет мыть посуду никто иная, как Нудеру. И да, она все еще ребенок. Но это ненадолго. Детство в игре длится, насколько я помню, 6 дней. И эти 6 дней пролетят как один, я вас уверяю. Так что скоро мы отметим ей день рождения. И скоро все сбудется. Скоро она станет похожа на себя нынешнюю. Проверим, чем они тут занимаются. Ну, в принципе, это и так понятно, чем занимаются. Тут Туди жрет, Рассел болтает, Мёрдок подкатывает к Нине Кальенте, собственно. Ну, а чего вы ожидали? Да ведь? Куда ты пошел? Кажется, Нина Мёрдоку надоело, он пошел танцевать. Ну что ж, дело хозяйское, как говорится. Но знаешь что? Да, вот Нудер уже правильно показывает, что это не совсем того, ребятки. Давай ты не будешь танцевать. Знаешь, наверное, что? Да, к нам пришли знакомиться соседи, это первый день после заселения, и, собственно говоря, придется нам их немного поразвлекать. Да что ж такое-то, у меня камера сегодня не хочет нормально работать. Мёрдок, давай ты немножечко пообщаешься с Бренди. Так, пообщаешься с Бренди. Так, ладно. Господи. Так. А она и не смотрит, по-моему, телек, да, судя по всему? Видимо, не смотрит. Кто там так ржет, господи? Даррен? Да, кажется, это Даррен.
Кажется, это Даррен. Ну, Туди, видимо, очень смешно что-то сказал, очень смешную шутку рассказал ему, и его аж порвало, бедолагу. А ты не очень вежлив, я тебе так скажу. Ты совсем не вежлив, прям скажем, мягко говоря. Нет, давай ты не будешь наблюдать. Пойди лучше, там, не знаю, телевизор выключи, его никто не смотрит. А, его уже выключили, отлично. Ну, тогда иди, не знаю. Так, Бренди пошла в туалет. А я такой, а где Бренди? Она, собственно, вот она. Так. Слушай, ну, у тебя прям танцевальное настроение сегодня, чел. Просто, да, вот с таким вот лицом он... Вот с таким вот лицом он танцует. Рассел на все это смотрит и... Подожди. Я тебя сейчас в стене замурую, если будешь продолжать так критиковать бедного ребенка. Не стреляй в пианиста. Пианист играет как умеет, в конце-то концов. Пойди займись чем-нибудь полезным. Вот поговори с Дарреном, например. Очень полезное занятие. Очень полезное. Иди, сделай комплимент ему. Скажи, какой он молодец. Кто опять включил телевизор? А, ясно. Рассел включил телевизор, и он играет в Sims 3, да? Да, он играет в Sims 3. Угораешь, да, надо мной? А что ты угораешь-то? Ты сама только что так же танцевала, мать. Так, где Бренди? Ой, на крышу мы улетели. Где Бренди? Бренди пошла в туалет. Не вовремя Бренди пошла в туалет. Ты успел с ней познакомиться, нет? Не успел. Это плохо. Это очень плохо. Вот иди давай тогда пока что подкатывай к Нине. Так, свистеть не надо. Свистеть не надо. Лучше вот так вот. Чекаут. Она тебе нравится, да? Это хорошо. Так, ну вот ты только не начинай, пожалуйста. Только ты хотя бы не начинай, а то... Можно подумать, ты сам лучше на пианине ты играешь. Ты у нас кто, басист? Ты у нас басист, между прочим, а не пианист. Вот она, кстати говоря, тоже не пианистка на самом-то деле, поэтому не ругайтесь на нее, пожалуйста, тем более, что на детей не надо ругаться, особенно когда они чему-то учатся. Это плохо. Плохо, это хватит уши затыкать. Иди поиграй в Sims 3 вместе с Расселом. Вот, да. Ну, он не против. Нудру, между тем, даже получила целый балл творчества. Она уже играет получше. Опа. Бренди, здравствуйте. Не успел сесть, уже встает, да. Ну, просто поговори с ней, просто поговори. Мне надо, чтобы вы просто познакомились. Как всегда, вот эти стандартные трое ребят приперлись. Потому что... Ну, они всегда, собственно, приходят, потому что они безработные. Вот. Но, в принципе, я-то и не против. Просто потому что... это неплохие симы на самом-то деле. Тут у нас Даррен Дример, с которым может подружиться, например, Рассел. Да, ведь у нас Рассел может подружиться с Дарреном. Рассел у нас художник. Даррен тоже художник. Я думаю, они неплохо найдут общий язык. И, ну, в конце концов, я думаю, что Расселу нужен друг какой-нибудь, хотя бы за пределами коллектива. Вот, у нас есть и Нина Кальенте. А где она, кстати? А где Нина? Тоже в туалет пошла? Нет. А где она? Так, минутку. Вот она что, да, у нас же тут есть чайный набор.
Она пошла чай пить. Давайте, наверное, туди. Ты просто сидишь, да? Ты задумался. Задумался о чем-то туди. О вечном, наверное, я не знаю, о чем тут еще можно думать. Сидит в окно, без кофе, правда, и без сигареты. Думает о чем-то, смотрит. Давай ты пойдешь пить чай вместе с Ниной, да? Пей чай вместе с Ниной. Ну, у Нудера с потребностями все в порядке, я испугался, что у нее может быть там что-нибудь... Ну, знаете, вот эти потребности, нормальные потребности симов, естественно, что она там может там помыться захотеть, там, не знаю, в туалет ей надо сбегать. Но нет, у нее все отлично, она сидит себе, практикуется, вот какая молодец. Все-таки старательный ребенок, очень старательный. Да. Так, Мёрдок, ты общаешься с Бренди? Ты общаешься с Бренди. Умничка. Туди они обсуждают. О, желание исполнилось, отличненько. Туди так просто в кадр зашел и почесался, что-то там затылок почесал. Такой, я тут пройду мимо, извините. Ой, все, зацепились языками, все. Вам прямо, да, вы прямо это, вам прямо зашел. А нет, Бренди не зашел. Ну что вы. Ладно. Ну, по крайней мере, они хотя бы познакомились. Как интересно. А в начале игры, я когда их сюда только заселил... Ну да, я помню, что я их только-только заселил. Прошло всего несколько часов с момента заселения, по сути дела. Но, собственно, когда они только-только въехали, у Мёрдока и Туди отношения были минус 20. А сейчас они минус 7. То есть они как-то, видимо... Еще и статус лучший друг внезапно. То есть они как-то тут, видимо, без меня пообщались. Ну, такое может быть, да. Sims 2 игра непредсказуемая. Очень непредсказуемая. Так, Мёрдок, я смотрю, у тебя это самое... Ты тут воняешь немножечко, поэтому сходи, пожалуйста, в душ. Я, конечно, понимаю, что вонять это часть твоей человеческой сущности, но для игры это будет не очень это тебе поможет, скажем так, в заведении друзей и всего прочего. Так, а кто-нибудь свободен? Возьмите трубку, пожалуйста. Кто звонит? Вот, Рассел уже пошел брать трубку. Вот какой молодец. Как интересно. Внезапно звонит Нора, но она просит к телефону внезапно даже не Мёрдока, кого бы вы думали. Она просит к телефону Туди. Что странно. Ну ладно, видимо, зачем-то он ей понадобился. Посплетничать, наверное. Ладно, пусть подойдет, я не против. Мементо? Какое мементо? Я ни в какие путешествия не ездил. Что за бред? Ну-ка. Не может такого быть. Опять что-то игра тут без меня играет, или что? Так, что это? Это он от распития чая получил такую штученьку. Забавно. Хорошо. Просто я думал, что вот эти мементо можно собирать только в путешествиях, но оказывается нет. Можно покупать предметы с разными, которые, видимо, имеют разные культурные коды, и получать мементо так. Что ж, это удобно, да. Если кто-то вот это занимается коллекционированием, то вот, пожалуйста, вам лайфхак, ловите, запоминайте. Окей. Туди, у тебя интерес к кухне повышается, да?
Ну хорошо. Это хорошо. Правда, готовить он вроде как все равно не умеет, но почему бы нет? Будет не лишним. Так, кто у нас самый-самый чистюля? Самый-самый чистюля. Нет, не ты. И точно не ты. Туди у нас главный чистюля, но он занят. Ладно. Рассел, уберись, пожалуйста. Тут вонючий бургер. Вонючий бургер. Что за шум? Кто-то опять телевизор смотрит? Да, Бренди и Даррен смотрят телевизор. Ну и о чем вы разговариваете? О яичнице. Так, вот этого я не ожидал. Нора зачем-то зовет Туди в центр. Ой, ну, честно говоря, не готов я сейчас ехать в центр. Да и тем более, что в двойке такие приглашения куда-то погулять, они немножко забагованные там. Когда Сим неиграбельный, неигровой, вернее, тот, за которого вы сейчас не играете, зовет вашего Сима. Короче, не договорил я. Когда вот так вот вам звонят и приглашают в центр, там обычно автоматом собирается компания из 8 симов, и просто это выглядит как такое, знаете, как из клоунской машинки просто подъезжает такси, и оттуда бесконечно начинают вылезать симы в количестве 8 штук. Вот, и это очень забавно выглядит, но не очень удобно, потому что эту компанию надо развлекать и все такое. Ребят, вы меня расстраиваете. Вы почему так плохо относитесь к своей коллеге уже фактически? Она же коллега вам. И соседка по комнате еще к тому же. Она учится, видите, ребенок тянется к искусству, а вы тут, значит, уши затыкаете. Что вы вот за люди такие? Скажите мне, пожалуйста. Как так можно? Так, стоп. А что это такое? У меня тут есть, оказывается, еще один туалет. Да. Есть у меня, оказывается, еще один туалет. Вот это сейчас было эталонное внезапно просто. Вот это вот поворотище, вот это вот мне ноги. Сейчас, оказывается, туалет был второй все время на первом этаже. А я про него и не знал. И он, кстати говоря, ну, собственно, да, я понял, почему Бренди ходила на первый этаж, потому что, видимо, на второй. Что-то я сегодня, это мне путаю я этажи. Почему Бренди ходила в их туалет на втором этаже? Потому что в этом нет двери. Внезапно, да? Да, в этом туалете нет двери. Вот такие вот дела, ребят. Ну, сейчас мы это дело исправим. Так, стоп. Так вот же она, дверь. Бренди, у меня к тебе вопрос на миллион. А что ты тогда пошла на второй этаж, если да, вот до этого унитаза банально ближе? Вы странные. Бренди, ты странная. Ты знаешь об этом? Ничего не понял. Так, у нас есть туалет на первом этаже, гостевой. Но туда никто не ходит. Загадка. Ладно, я попробую, может быть, просто дверь слишком далеко. Или что? Или все дело в том, что... Все дело в том, что игра решила, что Симу ближе идти вот до этой двери, чем вот до этой. Вот до этой. Ну хорошо, я попробую как-нибудь решить эту проблему, только без записи. Ой-ой-ой. Не могу я смотреть, как они тут на нее всяко разно. Давай ты, наверное, получишь еще один балл творчества. А у нее, кстати, даже желание есть получить балл логики. Ой, творчество. Вот, пожалуй, сейчас я его закреплю. А потом Нудору пойдет
Ну, куда, наверное, мыться, и домашней работы у нее пока что нет, она еще не пришла в новую школу. Это же новая школа будет, они же типа только переехали. Вот, а завтра она пойдет в новую свою школу. Будет у нее там домашняя работа и все такое. Сейчас у нее домашней работы нет, поэтому, ну, не знаю, может, отправлю ее логику развивать. Ей же нужна логика, она же у нас философ, историк, ученый и кто там еще. Юный гений она, короче. Вот, между прочим, невзначай такая информация. День рождения у Нудру будет ровно через неделю, то есть через 7 дней. Сейчас в игре лето. Остался один день. Сезоны здесь длятся 4 дня. И, собственно, когда закончится осень, у Нудру как раз будет день рождения. Это очень интересное совпадение. То есть это получается, что день рождения у нее будет соответствовать канонному. То есть у нее в каноне это день рождения как раз таки в конце осени, 31 октября, она Скорпион. Здесь она тоже Скорпион, как вы можете видеть. Вот, и я только сейчас это осознал, и мне сейчас очень, на самом деле, весело от этого. Ну, или не знаю, как это, не весело, а просто у меня такое крутое ощущение, что как я попал-то по времени. Ну ладно, это я не попал, это просто так совпало. Я думаю, что у всех симов Скорпионов, скорее всего, так и будет. Хорошо. Тоді. Я сейчас тебя заставлю что-нибудь неприятное сделать, если ты будешь продолжать так делать. Да, заставлю делать, если ты продолжаешь так делать. Отстаньте, пожалуйста, все от нее. Пускай ребенок практикуется. Иди в душ. Рассел, ты-то, ну уж ты-то самый добрый персонаж, но мог бы хоть как-то повежливее быть в конце-то концов. Ты иди в туалет. Мне вот интересно вообще, могут они попасть в этот туалет или нет? Прекратите, ради бога, ну. Засранцы. Засранцы, просто одно слово. Не очень-то вежливые симы у нас. Ты это, решил побыть интровертом, да? Тебя достали все и просто такое, знаете, немножечко безысходность. Вечер, 7 часов. Мёрдок сидит в своей комнате. Да, это комната. Ну, не могу я построить ему фургон, это просто технически невыполнимо. В Sims 2. В тройке, по-моему, можно там купить какое-то что-то типа дома на колесах, но мы не в тройке, мы в двойке. Так вот. Вечер. Сидит, значит, Мёрдок у себя в комнате, смотрит телевизор и думает. Эх, как мне надоели все эти люди сраные. Можно я здесь хотя бы один побуду? Да, это он подмигнул. Лично тебе, дорогой зритель. Ну что ж, я думаю, что на этом можно завершить пока что наш первый день. На этом, так сказать, красивом жесте. Да? Можно же? Да, я думаю, что можно. Вот он опять подмигивает. Ну что ж, вот на этом прекрасном лице... Нет, неудачный ракурс. Подожди, вот. Да, вот на этом вот замечательный... Вот на этой замечательной роже я и закончу, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Пилотный выпуск получился, конечно, немного скомканный, но я не расстраиваюсь, потому что дальше будет еще интереснее. В конце концов, это же Sims 2, да и тем более у нас же тут Gorillaz, а с Gorillaz скучно не бывает.
Поэтому не прощаюсь. Я не прощаюсь, я говорю, продолжение следует. Все, пока, пока.